Всем добрейшего утра, друзья. Доброго времени суток. Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы снова с генералом вернулись в наши старые места. Продолжать добивать блиндаж. По крайней мере, я сюда пришел. Генерал пошел искать что-то новенькое. Думаю, он тоже что-нибудь найдет. Я пока здесь решил еще маленько поработать. Не переключайтесь. Ставьте палец вверх. Пишите приветственный коммент. Поехали. Ну вот, прошлого выезда кирпич. Вот это угол с предполагаемой печкой. К сожалению, больше ничего нет, кроме кирпича и гвоздей. Но очевидно, что печка здесь стояла. И вот это, как я говорил, наверное, от нее ножка. Залез в генеральский угол. Короче, еще 3 гильзы достал. И там еще звенит. Все уходит вглубь. Попробую их подоставать. Может, что-нибудь под ними будет или рядом. Пока больше никаких сигналов нет. В эту сторону тоже оттуда двигался. Тоже ничего. Так что поковыряюсь здесь пока. Включился, чтобы пожаловаться вам, ребят. Ну вот, смотрите. Вот это фронт проделанной работы. Вот из генеральского угла я дошел практически до другого угла. И вот это вот все, что я выкопал. Ну и вот еще. Вот видите, просто гвозди, какие-то уголки, петли. Все. Вот это вот за 2 часа работы. Бывает и так. Ну ничего, еще дойду я до самого угла. Все же посмотрю. Вдруг там что-то уронили. А что делать? 2 часа времени козе под хвост. Непосредственно. Ну, что уж поделать. Такое уж наше увлечение. Сейчас закапываю все это и поползу дальше. Генерала не слышно. Наверное, тоже что-нибудь нашел. Какую-нибудь позицию. И сидит ее разрабатывает. Пойду в его сторону, посмотрю. А может, что тоже зацеплю. Пошел вокруг поверху походить. И вот сразу такой ключ выскочил. Идем дальше. Ну все вокруг в каких-то блиндажах, в капонирах. Вот поверху, опа, иду и смотрите, какой бодрячок. Какой бодрячок вылетел. Вес взял его и затер. Хороший топорик, заберу. И пуговка прискакала. Подтопила низинку. Вот спустились сюда. Воды немного, ходить можно. И очень много иловских гильз здесь попадается. Там медведь лазит. Специализированный. В синем костюме. Генералом зовут. Вот он. Красавчик. Гильз надолбил уже. Полная лукошка. Что ж ты будешь делать? Батюшки мои. Ходим вот почаче. А что еще делать, друзья? Фальшивку откопали, нет? Что там? Поисков уже тоже пригоршня добрая, да, будет? Да. Вот они. Потом сдает медь. Живет. Там Ни в чем себе не отказывает. алюминиевая штучка есть, 39-й год написан. Давайте посмотрим. О, богатства какие.
проволока еще. Вот они. Бирочка. Вообще-то 38-й. 38-й. Угу. Перешел я на новое место, друзья. Ну как на новое, в этой же локации. Просто вот нашел какой-то блиндажик небольшой. Назвонил, вот там сигнал крупный. Доносится. Лежит какая-то большая пластина такая. Ну типа жесть, наверное, я не знаю, что там, крыша, пол, под печку было. Тут вот кирпич вылез. Непонятно, копали его или нет. Похоже, что покапывали много лет назад. Так что возьмусь я за него. Посмотрим, что в нем будет. Копается легко, благо песок. Кирпич. Вчера с копа приехал, помылся, потом к вечеру спина, мышцы болели, просто жесть. Опа. Крышка. Так, а что под ней? Какая-то медная пластинка. Звенела хорошо. Опа, ребят. Какой-то крюгер. Кочерга. Вот так. Явных сигналов нет. Мелочь какая-то звенит. Но пока копаем дальше, углубляемся. Тут в противоположном углу нарисовалась порода какая-то. Я не пойму, что это. Это и не камень. Как будто... Что это? Гудрон, что ли? Ну типа. Что он тут делает? Сейчас вытащу, под ним посмотрим. Ну вот, еще один проработал. Все. Вот, только лишь. И ничего более. Идем дальше. Закапываем, идем дальше.
Вот еще какой-то горелый участок был. Тоже кто-то давно шурфил здесь. И я решил подковырнуть. Короче, одно железо. И вот бутылка No Name коричневая. И маленькая такая. Это когда клещ впивается, потом в такие кладешь и ждешь. Речки разлились. Воды вон сколько. Деревья в воде стоят. Смотрите, что нашел, ребят. Это солидол, похоже. Закачивали. Номер на ручке. Вышли на поселок после долгих блужданий. Пошли сигналы. Железа много. И вот среди них как будто это зеркало заднего вида. От какой техники не знаю. Но даже вон, видите, хром сохранился. Вот такое вот светлое зеркальце. Знатоки, пишите, от какой машины или мотоцикла. Клещи скоро пойдут, наверное. Еще один сигнал. И снова цинковый феник. Этот вроде получше. 40-й год. Звенит покрышка. Не знаю пока от чего, но хочу выкопать, посмотреть. Блин, думал от сундапа. Не повезло. Советская. От мотика похоже. Генерал учесал куда-то и не видно. У меня очередная находка. Что это? За движок или прибор? Непонятно. Сейчас его постучу маленько. Посмотрим с вами, что за аппаратура такая. Что это за чудо полуцветное? Даже непонятно. Но равновесие держит нормально. Много железных сигналов было, раскопал вот яму. Пошли всякие ключи, железо, от карабина, гнилая запчасть, подковы, ключ. Железо такое тухлое. Подостаю, может, что будет и интересного. Рядышком 2 сигнала произошло. И вот они. Какая-то крышка, я не знаю, может, от спичечницы. И пряжка рядом. По генералу это фабула. 13 век. Накопитель. На этот раз десяточка выскочила. Сорок 4-й. Генерал значок нашел. А что там написано?
В ЛКСМ, ё-моё. Точно? ЛХВС. Колхозный комсомолец. ЛКСМ. Ну, он старый такой образца. Ну, ему лет 60 точно. В музей, как обычно. Ну да. Ну, вот такой выезд у нас получился, друзья. В основном только физически поработали и подышали свежим воздухом. Находок особо, как сами видите, нет. Хотя перелопатили и прошли очень немало. Очень. Ну ничего, значит, все еще впереди. Спасибо всем за просмотр, друзья. Генералыч краник такой небольшой выкопал. Угу, здорово. Угу. Что-то Кёнигсберг там. А, с той стороны. Холостая. Ничего, холостая. Ну, в общем, вот так вот. Заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.